Друзья, всех приветствуем из Мексики. Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. И сегодня мы с вами погуляем по знаменитому храму Теотиуакан. А потом отправимся в столицу Мексики, город Мехико. Сейчас мы приехали в археологический комплекс, который называется Теотиуакан. И находимся на парковке. Заплатили за парковку 50 песо, также заплатили за вход 95 песо с человека. Еще здесь платная видеосъемка, за которую нужно оплачивать отдельно 80 песо. Поэтому камеру на начало нашего прохода мы, естественно, убираем. При входе в комплекс нас встречает множество ларьков, магазинчиков, где в основном продают различные сомбреро. Также продают календари ацтеков, такие специальные круглые тарелочки. Есть небольшая каменная фигура и дерево с апельсинами. Также здесь существует в виде сувенира это календарь майя. В этот археологический комплекс есть как минимум 3 входа. Мы сейчас вошли с первого. При входе было очень много различных ларьков. Продавали там сомбреро, головные уборы, чтобы вам солнце не напекло голову. Но мы, поскольку такие уже прожженные бойцы, то мы не боимся за это. А вообще этот археологический комплекс является самым посещаемым в Мексике. Всего здесь находится 18 пирамид и 3 основные пирамиды. Это пирамида Солнца, Луны и пернатого змея. Мы как раз находимся возле пирамиды пернатого змея. Именно с нее открывается вид на красивый храм пернатого змея. К сожалению, сейчас подниматься на пирамиды нельзя. Перед нами пирамида пернатого змея, которая высотой 17 метров. А почему же так называют эту пирамиду? Потому что народ, который строил эти пирамиды, верил в божество пернатого змея. Кстати, эта пирамида украшена головами драконов, огненным и пернатым. Вы это можете увидеть. Всего здесь 365 изображений голов. С этой платформы открывается чудесный вид на пирамиду Солнца и на пирамиду Луны, которая соединяется дорогой смерти. А начало этой дороги идет как раз от храма пернатого змея, у которого мы сейчас находимся. Более правильное название дороги, на которой мы с вами находимся, это дорога мертвых. Ее протяженность почти 3 километра, и она являлась главной улицей в этом городе. Древний город, по которому мы с вами гуляем, считается одним из самых больших и загадочных. По разным оценкам, здесь проживало от 150 до полумиллиона человек. Но кто именно здесь проживал, доподлинно неизвестно, потому что сюда пришли ацтеки лишь в 7 веке, и что было до них, ученые до сих пор гадают. Гуляя по этой улице, мы можем наблюдать различные сооружения, похожие на мавзолеи, гробницы, но, насколько мы знаем, что захоронений здесь не было. Сейчас на сооружениях древнего города мы видим кирпичную укладку, но на самом деле это все реставрация, потому что много веков назад все это выглядело вот так, потому что все это штукатурилось,
и использовался известняк. Почти все сооружения здесь огорожены, но на некоторых из них можно немного прогуляться. Сейчас мы дошли, пожалуй, до главного сооружения в этом комплексе. Это пирамида Солнца. Ее высота 63 метра, и она чуть меньше, чем пирамида Хеопса, которая находится в Египте. Пирамида Солнца – это пятиярусное сооружение, которое было построено еще во II веке. Несколько лет назад можно было подняться на самый-самый верх, но сейчас, к сожалению, она закрыта, потому что боятся разрушения данной пирамиды. Самые разнообразные звуки, потому что здесь крайне популярны палаточки с местными музыкальными инструментами. Будь то птички, либо рев ягуара, все можно приобрести по бросовой цене. Гуляя по дороге мертвых, мы сейчас натолкнулись на сооружение, в котором сохранилась еще древняя фреска, которой ягуар защищает свои территории. Мы прошли 3 километра и наконец-таки дошли до пирамиды Луны. Ее высота 42 метра. Кстати, здесь заканчивается дорога мертвых. В 1980 году в этой пирамиде были найдены 12 останков тел. Говорят, что это были враги Теотиуакана, поэтому их руки были завязаны за спину. Возможно, не так уж и плохо, что закрыли вход на подъем к пирамиду, потому что все бы туристы там толпились, было бы неудобно спускаться, подниматься, а так все в разных местах. Так, мы приехали сюда во второй половине дня. Приятно светит солнышко, обдувает ветерком, поэтому комфортно здесь находиться, гулять. Тем более стоимость на эти пирамиды не такая высокая, как, скажем, в ту же Чичен-Ицу. Поэтому крайне рекомендуем здесь вам побывать. А мы сейчас отправляемся в столицу Мексики. Это город Мехико-Сити. Ну что, спустя час после посещения пирамид мы наконец-таки доехали до Мехико. Закрываем нашу машину и заходим в наш домик, в котором мы будем жить несколько дней. Нас уже здесь встречают. Сначала я вам покажу апартаменты, а потом более подробно расскажу о том районе, где мы остановились, в этом доме. Здесь есть стиральные машины, поэтому если вам необходима стирка, просто заранее нужно сообщить об этом. На 3-м этаже есть терраса. Можно подышать здесь воздухом. А еще здесь есть тренажеры. Поэтому для тех, кто любит заниматься спортом, есть беговая дорожка, велосипед. Есть коврики для йоги, гантели. Очень здорово. Поэтому теперь утром можно приходить сюда и здесь делать зарядку. Давайте покажу наши апартаменты. Мы в полном восторге.
Посмотрите, какая красота. Это наша гостиная. И знаете, это словно из Икеи, потому что так же уютно, так же миленько. Эти подушечки, плед на диванчике, аромасвечка. Здесь у нас большой телевизор, настольные игры даже предусмотрели. Кстати, если вы хотите тоже арендовать квартиру, то рекомендуем обратиться в это агентство Капиталь. У них очень много квартир по всему Мехико. Мы обратились к ним и арендовали эту квартиру со скидкой. На этой стене тоже различные картины. Есть столик, где можно завтракать, обедать, ужинать. Кстати, говоря об этом, здесь есть кухня. Холодильник большой, под ним можно расположить продукты. Много тумбочек, есть вся необходимая посуда абсолютно. Новая плита, микроволновка, кофемашина капсульная. Также можно заваривать себе кофе. Очень много и стаканчиков, и кружек, сковородки есть. Ну, то есть вообще все абсолютно здесь предусмотрели. И чайник есть. Кстати, это вообще большая редкость, потому что в Мексике практически не пьют чай. В основном только кофе, соки, тостер. Ой, ребята, здесь бы, конечно, остановиться прям надолго. Видите, все столовые приборы. Очень здорово. Ножики. Но это не все. Сейчас я вам покажу еще нашу основную комнату. Уютная спальня. Здесь можно расположить все вещи. Обратите внимание, есть и сейф, и плед, и отдельные места для хранения, типа коробки, гладильная доска. Тоже аромасвечки повсюду. Красивый бра свисает. Очень хороший матрас на нашей двухспальной кровати. И сейчас я вам покажу душевую. Это тоже огромная комната. Ой, как приятно, когда все такое новенькое. Полотенчики подготовлены. Новая сантехника. Также здесь есть шампунь, гель для душа, кондиционер, фен. Очень здорово, красиво. Мы, конечно же, будем здесь хорошо проводить время и отдыхать. В этом районе есть ресторанчики и много магазинов. Район называется Санта-Барбара, да, как в известном американском сериале. Находится рядом с районами Кондеса, Паланка. Такие самые модные районы, в которых вообще множество интересных ресторанов. Есть обычные магазинчики, есть Окса, а еще здесь есть рынок, поэтому можно купить свежих фруктов, овощей, что-то приготовить в апартаментах. Я решила пройтись и показать вам, как выглядит этот рынок. Здесь есть и вещи, и фрукты, причем фрукты вообще по адекватным ценам. Это не то, что в магазинах манго по 60 песо, по 35 песо бразильский манго, яблоки по 60 песо, мандарины по 40 песо, красивейшие помидорчики по 25 песо. Ой, такие дешевые. Авокадо. 25 песо это... Да, это дешево. Это 120 рублей. Даже, вот видите, кактусики продаются, сухофрукты, манго, папайя. Оля! Красивые сливы. Богатый рынок. И мясо здесь продается. У нас наступил следующий день. Я пошла гулять, потому что я обожаю пешие прогулки. Мне нравится гулять по историческому центру, по каким-то, наоборот, модным местам. А Кирилл остался работать в квартирке, потому что она очень удобная, шикарный интернет. Поэтому он решил не упускать эту возможность и провести эти дни в работе. А мы с вами посмотрим достопримечательности, которые находятся недалеко от дома, в котором мы живем, буквально в паре километров. Вы знаете, такие странные ощущения, как будто бы ты много лет живешь в маленькой деревне, в глубинке, и тут ты приезжаешь в большой мегаполис и ничего не понимаешь, потому что движение бешеное. Но это правда, вы знаете, это как вот один в один такие ощущения, как будто бы живешь долго где-нибудь там в российской глубинке, и тут ты приезжаешь в Москву и ничего не понимаешь. Но это забавное ощущение, и хочу вам показать даже просто обычное шоссе в Мехико. Я дошла до первой достопримечательности и, наверное, испытала небольшое разочарование.
Дело в том, что в Мексике проходят зачастую различные митинги, и эту замечательность перекрыли. Поэтому на нее можно любоваться теперь только со стороны. Находится она на проспекте Пасео де ла Реформа. И сейчас я вам покажу, что это такое. Взяла себе кофеечек из Старбакса, чтобы хоть как-то поднять настроение, потому что когда я увидела, что этот монумент перекрыт, я, конечно же, расстроилась. Сейчас покажу вам его немножко поближе. Эта колонна называется Монументом независимости, либо еще называют Ангел независимости. Как я вам говорила, находится на проспекте Пасео де ла Реформа, и возведение этого памятника было в 1910 году, в честь столетия начала войны в Мексике за независимость. Внутри этого памятника находится 200 ступенек, по которым можно подняться и забраться на обзорную площадку и посмотреть на Мехико с высоты. Из интересного, в 1957 году было сильное землетрясение в Мехико, и Ника, которая находится сверху этого памятника, она, кстати, сделана из бронзы, была разрушена на 4 части. Реконструкция этого памятника заняла 1 год, и через год снова этот монумент радовал глаз местных и туристов. Если смотреть чуть-чуть выше, то можно увидеть мраморные скульптуры, которые посвящены героям войны. А в центре постамента приветствует надпись «Национальным героям независимости». Сама колонна изготовлена из стали. Высота составляет 36 метров, а высота памятника, который мы видим сверху, золотой нити, которая держит венец, 7 метров. Так же, как и в Перу, здесь есть отдельная профессия выгульщиков собак. Ну, смотрите, какие лошади здесь гуляют. А я обхожу эту статую со всех сторон. Хочу полюбоваться на нее подольше, потому что она действительно очень величественная и красивая. Обошла памятник со всех сторон, полюбовалась на него. Пойду к следующей достопримечательности. Проспект, по которому я сейчас гуляю, называется Пасео де ла Реформа. Это широкая улица, считается главной в Мехико и проходит в центре этого города. Здесь можно увидеть современную архитектуру столицы Мексики, высокие здания красивые. Здесь располагаются бизнес-центры. Всегда очень шумно, красиво. Особенно здорово посещать этот проспект в воскресенье, потому что здесь перекрывают дорогу, и пешеходы спокойно гуляют, занимаются спортом, отдыхают. В общем, выходной день, как говорится. Вчера мы как раз приехали, вчера было воскресенье, а сегодня понедельник, поэтому здесь наоборот жизнь бурлит, кипит, особенно в утреннее время. Мне еще нравится то, что здесь, знаете, все вокруг окружено зеленью и природой. То есть это не просто небоскребы, но еще и в окружении природы. Вот за это мне, кстати, очень нравился Гонконг, потому что в Гонконге было то же самое. То есть широкие улицы и много зелени. А главный минус этого проспекта то, что в основном здесь нет никаких достопримечательностей, кроме монумента независимости. Иногда здесь проходят галереи различные, фестивали, выставки. Но вот так вот просто погулять, посмотреть на жизнь других людей, конечно же, тоже интересно. Ну а я иду в следующее место. А еще здесь нужно быть очень осторожным, потому что постоянно то велосипедисты, то на самокате кто-то едет, поэтому нужно смотреть в обе стороны. Но мне здесь безумно нравится, очень красиво. Сейчас я иду вдоль проспекта Пасео де ла Реформа и хочу дойти до исторического центра и посмотреть на памятник революции. Идти примерно мне 1,5 километра. В историческом центре будет уже больше достопримечательностей, на которые можно будет посмотреть. На самом деле не весь уж проспект прям супер красивый. Встречаются, конечно, и вот такие вот хижины. Есть, конечно же, бездомные люди. И, по всей видимости, они здесь проживают. Но, тем не менее, они безопасны. Они даже не подходят ко мне, на меня не смотрят. Занимаются своими делами. Но их не так уж и много. Конечно, там не сравнить с каким-нибудь Сан-Паулу. Очень много ресторанов, кафе. Но в основном бездомные выглядят вот так вот, примерно как и у нас в России. Некоторые памятники, которые установлены на этом проспекте, уже требуют реставрации. Ну, вот видите, например, вот этот вот, его уже подпирают железные прутья, или как это правильно называется, я не знаю.
Немножко ободранные скамейки. Ну, я бы сказала, немножко. Но все равно, ребята, я не негативлю ни в коем случае. Мне Мехико безумно нравится. Нравятся эти высотки. И я с нетерпением жду, когда дойду до исторического центра. Пока шла эти 1,5 километра, читала об истории Мексики, о том, как здесь проходила революция против президента Диаса, который установил здесь диктатуру. И одним из его противников это был Франсиско Вилла. И здесь же увидела фотографии на одном из зданий. Поэтому Мексика старается сохранить культуру и историю таким образом. Революция длилась практически 7 лет, представляете? Я вот сейчас прочитала, я в каком-то просто диком ужасе. Сколько же люди настрадались. Все произошло из-за того, что на территории Мексики были обнаружены нефтяные зоны, и их стали сдавать в аренду иностранным компаниям, которые пользовались этой нефтью. В итоге этой аренды 96% крестьян и индейцев остались без своих земель. Поэтому мексиканцы взяли все в свои руки и сначала митинговали против одного президента, второго не просто свергнули, а еще и убили, третьего президента тоже свергнули. Но в итоге мексиканцы добились того, чего хотели, и крестьянам начали возвращать землю, но это случилось только спустя 7 лет. И сейчас к памятнику, к которому мы идем, как раз таки символизирует те революционные действия, то, что Мексика добилась успеха и была лидером среди других латиноамериканских стран, которым удалось это сделать. Возможно, я слишком углубляюсь в историю, хотя мне кажется, что я рассказываю все достаточно поверхностно, потому что все это можно рассказать и с именами, и с происходящими событиями, но мне самой очень интересно понимать, что тот или иной памятник или достопримечательность значит для местного населения. Очень красивый памятник, словно парит над землей. Где-то указано, что это древний мексиканский стиль, где-то говорят, что это образец архитектуры в стиле арт-деко, но одно остается фактом. Это самая высокая триумфальная арка в мире, а наверху есть смотровая площадка. И сейчас я хочу понять, как до нее добраться. Ходила я вокруг, в итоге все было просто. Там, где видите торговые палатки, там и будет вход вот здесь. Ну, я читала, что это не дешево, видимо, 150 песо. Ну да. Надеюсь, принимают карты. Ну, Мексика это вообще не про дешевое путешествие, поэтому что поделать. 150 песо. Ну ладно, хотя бы не как чеченица 614. Буквально 1 минуту мы поднимались на лифте. Сейчас мы находимся под куполом этой арки, а обзорная площадка чуть ниже. Да, необычно. Чтобы посмотреть на обзорную площадку, надо спуститься по лестнице. Высота этого памятника 67 метров, а построили его в 1938 году. Спустилась чуть пониже, и здесь уже можно без стекла посмотреть на улицу Мехико. Очень красиво. Смотрите, какие пальмы аккуратные. Сколько зелени здесь. Много высоток. Есть также еще самая высокая точка обзора, но нужно преодолеть 32 ступеньки. Я здесь снимать не буду, как я поднимаюсь, потому что здесь очень темно. Поднялась на последнюю обзорную. Теперь надо немножко отдышаться. Я уже иду обратно. Немного так необычно видеть монумент изнутри. Надеюсь, я иду правильно, потому что там было несколько выходов. Но я умею запутаться, поэтому не удивлюсь, если я иду не туда. Пока идешь, можно подробнее изучить историю
Мехико, узнать больше о зданиях и архитектуре. Я снова вышла к куполу, здесь находится лифт, теперь поднимаюсь наверх и буду спускаться вниз. Ну все, я спустилась вниз и отправляюсь к следующей достопримечательности снова. Вот это контент, ребята. Вот здесь сидят работники, очень многие из них мигранты из Гватемалы, Гондураса. У них, видимо, сейчас перерыв, они просто лежат на дороге. Еще одна значимая достопримечательность – это парк Аламеда Сентраль, который соединяет 4 улицы, считается живописным оазисом в историческом центре Мехико. Этот парк самый старейший на территории Америки и Мексики, ему более 400 лет. И все остальные парки, которые здесь строились, делали по его типу. Здесь есть много лавочек, красивые фонтаны, ухоженная зелень. Наверное, одним из главных минусов то, что здесь очень много бродяг, бездомных. Но есть и люди, которые просто пришли сюда отдохнуть, подышать свежим воздухом. Этот парк считают изумрудом Мехико. И говорят, что ни один другой парк на самом деле не похож на этот. Но вы знаете, если сравнивать уже с другими городами, в которых мы были, именно в Мексике, там все-таки парки, они были чуть более живописны, потому что, может быть, они были более компактные, не такие большие. А здесь много пространства, но, к сожалению, видно, что в некоторых моментах за парком не ухаживают. То есть где-то разбита плитка, очень много листьев. В любом случае, я думаю, что это действительно настоящий подарок для жителей Мехико, потому что здесь можно спрятаться от шумных машин, послушать шум. Конечно же, как и во всех других местах, здесь есть уличные торговцы, которые предлагают снеки. Сегодня в этом парке очень многолюдно, потому что здесь проходит фестиваль, посвященный Дню Святого Валентина. Также здесь много тех, кто катается на скейтбордах, на велосипедах, кого-то только учат кататься. Пока гуляя вокруг фонтана, хочу обратить ваше внимание на то, как выглядит мексиканский фастфуд в этом парке. Ну, на самом деле, не только в этом парке. Это можно часто встретить не только даже в Мехико, но и в других мексиканских городах. В общем, сейчас расскажу и потом покажу. Это мексиканские такие стаканчики. Они разным цветом. На самом деле это перец. Туда наливают газировку, пьют ее со вкусом перца и солью. Таким образом выглядят эти стаканы. Различные чипсы. И сейчас покажу, что еще здесь жарят. Жарят здесь кукурузу. Можно зеленью, можно обычную, а можно просто ее есть. Здесь можно заказать сэндвичи с различными соусами. Парк оказался действительно большой. На радости детям и молодежи, которые бегают под фонтанчиками, охлаждаясь и спасаясь от жары. На выходе из парка можно увидеть дворец изящных искусств. Представляете, это здание строилось 30 лет, с 1904 года по 1934. Здесь сейчас находится оперный театр и музей. Архитектура этого здания арт-деко. В дворце сейчас проходят ремонтные работы, а так здесь иногда проводятся различные шоу, концерты, временные выставки. Внутрь
этого входа не пройти. Сейчас посмотрю, открыт ли другой вход. Возможно, сейчас он вообще закрыт на реставрацию. Так, можно через центральный вход зайти и полюбоваться тем, как выглядит здание внутри. Как я и говорила, здесь проходят различные концертные программы, балет, опера. Внутри есть макет Дворца изящных искусств. Действительно, выглядит изящно. Если вы не посещаете концерт или выставку, то этими фресками можно любоваться только с первого этажа. На второй этаж подниматься нельзя. В 50 метрах от Дворца изящных искусств находится Почтовый дворец. Здесь немножко шумно. И посмотрите, сколько здесь людей. Все хотят зайти внутрь, но не для того, чтобы отправить посылку, но и для этого тоже. Но еще и для того, чтобы посмотреть внутри. Интерьер очень красивый. Это здание потрясающей архитектуры. Внутри смешение нескольких архитектурных стилей. Самое интересное то, что это здание построено больше 100 лет назад, но до сих пор работает как почта. Не уверена, что у меня получится войти внутрь, потому что очень много людей. Я прошла мимо этой очереди, сказала, что я хочу войти только для того, чтобы сделать видео, и мне разрешили это сделать. Посмотрите, как здесь действительно красиво, изящно. Ну, я никогда в жизни не видела такой красивой почты. А вы? Пишите в комментариях. Бонусом ко всей этой красоте то, что здесь еще и прохладно. А на улице сейчас очень жарко, хотя я читала, что в Мехико зачастую бывает прохладная погода. Кстати, есть еще возможность заказать экскурсию, и, возможно, даже можно сделать это бесплатно. Для этого вам нужно в Фейсбуке найти такого гида, который проведет вас на 10-й этаж этой почты, и можно будет посмотреть на Мехико с высоты. Ну а я полюбовалась вдоволь этим изящным дворцом и готова идти дальше. Найти гида можно в этих социальных сетях, поэтому, если вдруг вам интересно, ставьте видео на паузу и переходите в эти соцсети. Но имейте в виду, что в России они запрещены. Внутри почты также есть экспонаты, которые рассказывают об истории создания почты. Не совсем понимаю, как это относится к этим скульптурам. Возможно, сама история написана здесь, но так как мой испанский еще не на среднем уровне, мне достаточно сложно понимать эту историю без переводчика. Почтовый ящик 1990 года. А это, по всей видимости, карта, куда отправлялась почта. Еще одно красивое здание, которое сейчас находится на реставрации, называется The House of Tiles. То есть в переводе с английского «Дом плитки». Он действительно украшен синей плиткой, как внутри, так и снаружи. Внутри находится ресторан. Очередь ожидания 45 минут. Сейчас попробую войти, но ждать бы мне не хотелось. Хочу объявить, что я просто хочу посмотреть интерьер. Говорят, что это возможно сделать, но мы попытаемся убедиться в этом. Посмотрите, сколько людей на этой пешеходной улице. Так, пробуем войти внутрь. Возможно, это получится сделать. Ола. Окей. Ну, вот здесь очередь. В общем, ребята, я даже не стала ничего объяснять. Я просто зашла внутрь этого ресторана и снимаю спокойно видео. Причем, знаете, самое интересное? Синяя плитка не только внутри этого здания и снаружи, а еще здесь бело-синие тарелочки у всех. Самый красивый вид открывается со второго этажа, и я попробую подняться.
Рядом со зданием плитки также есть очень красивая церковь Святого Франциска. Вход туда абсолютно бесплатный. Вы можете зайти и полюбоваться на архитектуру. Здесь достаточно тихо, потому что это не такая популярная достопримечательность. Я сама зашла сюда случайно, когда увидела красивый фасад этой церкви. Внутри сейчас проходит служба, но и внутри эта церковь не такая красивая, как снаружи. Поэтому я решила туда не заходить, тем более снимать там неудобно. Я зашла внутрь башни Латина, которая построена в 1956 году. На ней находится также обзорная площадка, вход за дополнительную плату. И здесь внутри здания можно увидеть различные площадки всего мира. Стоимость 200 песо с человека. Здесь очередь. Но, конечно, я не могу это пропустить, поэтому придется потратиться немножко. Как и на все уважающие себя башни, здесь тоже есть очередь на кассу. Можно купить онлайн-билет, а можно вот так вот постоять немножко в очереди и купить его здесь. Надеюсь, что карта принимает. В общем, друзья, билет стоил 200 песо, как я и говорила. Можно платить по карте. Сейчас поднимаемся наверх, зашли в лифт. Поднимались мы не так высоко, 37 этаж. И, видимо, здесь еще можно будет подняться выше. Здесь различные торговцы, которые предлагают сувениры. И теперь мы, видимо, ждем очередь, чтобы подняться еще выше. И отсюда мы отправляемся на 42 этаж. Где-то я ждала минут 10, а теперь нас впихивают в этот лифт, как кильки в банке. Так, меня запихнули еще самую первую. Так. И еще выше можно подняться. Я сразу же пойду выше. Сверху открываются очень красивые виды на Мехико и на горы. Кстати, видите, вот этот желтый купол. Это дворец изящных искусств, с которым мы только что с вами гуляли. Буквально. Очень много красивых зданий. Красивая обзорная площадка. Обязательно здесь нужно побывать. А теперь обратите внимание, как много здесь людей. Ну ладно, я рада, что открываются красивые виды и можно на них полюбоваться, потому что обычно все эти обзорные площадки у нас в Кириллов заканчиваются тем, что один туман и ничего не видно. Эта обзорная площадка находится на свежем воздухе, здесь нет крыши, но для безопасности здесь стоит большая решетка, поэтому фотографироваться здесь не удастся. Для фотографий лучше спуститься чуть ниже. Этажом ниже продают снеки и напитки. Здесь можно полюбоваться на те же самые виды, но только через стекло. Здесь тоже ограждение, поэтому не очень красиво будет делать фотографии. Еще здесь немножко душновато, по всей видимости нет кондиционера. Еще на один этаж ниже, но здесь уже стекла побольше, поэтому здесь даже можно сделать фотографии. Хочу сказать так, на самом деле обзорная площадка неплохая. Единственный ее минус — это цена, потому что все-таки 200 песо это не так дешево, но с другой стороны не так дорого, как, например, в Гонконге. Ну и что еще хочется добавить? Очень много людей и душновато. А еще на каждом этаже очень сильно пахнет едой и картошкой такой, знаете, пироженой. Вот. Так что, не знаю, у меня, например, не возникает аппетит, чтобы здесь даже перекусить, хотя я целый день вообще практически ничего не ела. Не так много времени я провела на обзорной площадке, но не могу сказать, что она привела меня в какой-то дикий восторг. В целом неплохо.
Сейчас я хочу дойти до арены, где проходят бои, и узнать стоимость билетов, потому что онлайн купить мы не можем, но с удовольствием купили бы в офлайн и туда сходили, потому что для нас это был первый раз. Вот, идти 2 километра, а потом я подумаю, куда-то еще идти или уже направляться к нашей квартирке, потому что мы с Кириллом договорились поужинать, а время уже практически 4 часа. Здесь проходит рестлинг. Все бойцы борются в закрытых масках. А может, это как-то по-другому называется, я не знаю. Но очень хочется посмотреть. Сейчас это закрыто. Я думаю, сюда подойти, узнать насчет билетов, но нигде информации нет. Поэтому попробую узнать в чате информацию в Мексике, в Телеграме, поспрашивать знакомых. Может, кто-то подскажет, а может, кто-то сможет приобрести нам билеты онлайн, потому что мне это дико интересно. Я сейчас шла к достопримечательности, которая называется Ромом Меркадом, и увидела, что у меня маршрут рисует через сад, который называется сад Пушкина. Я где-то уже читала о том, что в Мексике есть монумент Пушкина, но не знала, что есть целый сад, названный его именем. Сейчас пытаюсь найти этот монумент. Знаете, это что-то такое на родном. Когда несколько месяцев не было на родине, и тут что-то такое знакомое, это здорово. Сейчас покажу вам этот монумент. В парке нет ничего такого особенного, здесь гуляют с животными, играют детишки, очень много игровых площадок. Но самое главное, что здесь есть монумент Александра Сергеевича Пушкина. В Мексике тоже есть что-то типа модного фудкорта, и я решила туда зайти. Не факт, что я буду что-то пробовать, но посмотреть мне было интересно. Здесь в основном только мексиканская еда, но есть, я думаю, и другие виды кухонь. Пройдем внутрь и посмотрим сами. Называется это место Меркадо Рома. Здесь можно не только покушать, но еще и купить мексиканские поделки различные. Здесь много маленьких ресторанчиков, точнее кафешек, в которых можно попробовать различные блюда. Видите, есть и итальянская кухня, можно попробовать местные напитки такого характера. Можно подняться наверх, взять мясную тарелку. Атмосфера примерно как в пабе. Давайте поднимемся наверх и там посмотрим. Что-то местного фудкорта. Цены, кстати, на всякие фастфуд начинаются от 100 песо. Помимо этого можно взять и другие товары. Вот шоколад ручной работы. Если честно, то за пару месяцев в Мексике мы прям наелись всяких и такос, и кисадиль. Поэтому зайти, посмотреть было интересно. Кстати, вот таксы по 210 песо, там набор из 3 таксов. Но это считается не так уж и дешево. Хотя это место вот типа рынок. Ну, не знаю. Если вам хочется попробовать местной еды в такой вот атмосфере паба, то welcome, да, теперь вы знаете это место. А если прям вот просто так зайти посмотреть что-то интересное, то место это не заслуживает внимания. Я прошла, наверное, сегодня километров 25. Почти вернулась в апартаменты и продолжим завтра с вами гулять по Мехико, смотреть его достопримечательности. У меня новое утро, и я с новыми силами иду гулять. Да, вчера действительно я так устала, прошла очень много, перед этим мало спала. Сегодня я решила, что я посещу музей антропологии. Это, наверное, самый знаменитый музей в Мехико, самый большой. Не знаю, можно ли снимать внутри. Буду стараться рассказывать вам не подробно, а показывать самые такие интересные детали. Вот, сейчас я направляюсь туда. Идти 2 километра 700 можно было бы на автобусе. И я смотрю по маршруту, но вижу, что время абсолютно одинаковое. Но мне кажется, что пешком я дойду быстрее, потому что в автобусе мне еще нужно разбираться. Вот. Сегодня я снова гуляю одна. Вот, но надеюсь, что Кирилл в ближайшие дни к нам присоединится и будет гулять с Мехико вместе со мной. Так, ребята, не отстаем, все идем в ряд, ребятушки. Вот такая работа выгульщика собак. Такого количества я еще не видела. Сейчас я подошла к Национальному музею антропологии. В год его посещает более 2 миллионов посетителей. Построился он в 1963 году в парке Чапультепек.
Я думаю, что внутри, скорее всего, снимать нельзя будет. Внутри мы узнаем историю о народах Мексики, конечно же, об ацтеках, о других народах. Не знаю, получится у меня принести камеру или нет, но все говорят, что у всех вытаскивает, поэтому, скорее всего, не получится. Поэтому я уже по итогу расскажу вам свои впечатления от этого музея. Я принесла камеру, но снимать здесь нельзя, поэтому буду так немножко втихаря иногда доставать. В музее антропологии не только история народов Мексики, но и начинается история с зарождения людей и животных на Земле. В этом музее можно узнать больше об истории человечества. Я думаю, школьникам особенно было бы интересно посещать такой музей. В музее все аккуратно и красиво сделано. Многие стены украшены картинами в зависимости от тематики зала. В музее уделено очень много внимания тем находкам, которые были найдены на территории Теотиуакана. А вот здесь вот изображен храм пернатого змея, то, как он выглядел в те времена. Помните, мы с вами гуляли в начале выпуска по этому комплексу и видели эти головы дракона, но они были уже обесцвечены. Это из-за того, что уже прошло какое-то время, а раньше они были именно вот таким цветом. На первом этаже музея, где я гуляла, там показаны артефакты различные, а на втором этаже можно увидеть историю быта народов Мексики. Один из важных экспонатов в этом музее – это камень солнца. Все вокруг него фоткаются. Зал, где находится камень солнца, наверное, один из самых больших. Здесь крупные артефакты, которые были найдены на территории Мексики. И, конечно, этот зал, тут очень сложно ходить и смотреть на экспонаты, не зная истории, но у каждого есть таблички, поэтому можно почитать и остановиться на самых интересных экспонатах. Везде есть описание, можно подробно изучить все. Каждый зал на первом этаже посвящен определенной культуре. Сейчас я гуляю по залу майя, и вот так вот можно увидеть, каким образом были окрашены храмы, находящиеся в Чичен Ице. Ну, не только в Чичен Ице, а все храмы, которые были у народов майя. Зал, посвященный майянской культуре, очень красивый. Здесь можно увидеть различные фрески, резьбу по камню и изделия из керамики. Экспонаты есть не только внутри залов, но еще и на открытой площадке, когда они такие в виде больших стен, где можно увидеть фрески. Этот экспонат из народов Ольмека, такой мы видели в штате Табаско. Еще один зал, посвященный культуре ольмеков, которые находились на территории Табаско. И последний зал, который я посещаю, посвященный людям Оахаки. Вот, например, это артефакты, которые были найдены в городе Монте-Альбан. Если вы не смотрели этот выпуск наш, то обязательно посмотрите. Мы там тоже гуляли по руинам и смотрели на этот город. Гуляла я по этому музею 4 часа. Ну что, какие эмоции, впечатления? Нужно знать историю Мексики, чтобы посещать этот музей хотя бы, хоть чуть-чуть, либо обязательно брать гида. Было интересно заходить в каждый зал и видеть какую-то культуру, но самое забавное, что большинство из этих культур мы уже посетили, именно пирамиды какие-то, либо города, и уже немножечко знаем о них, поэтому в целом было интересно посмотреть на те артефакты, которые были найдены в тех местах, которые мы посетили. Сейчас я гуляю по парку. Парк называется Чапультепек. Здесь также находится замок с одноименным названием. Я думаю, что я до него обязательно доберусь. Также здесь есть озеро. Этот парк является самым большим парком в Америке. Территория 700 га. Естественно, я не буду обходить весь парк, потому что здесь в основном зеленая территория, детские игровые площадки, скамеечки. Поэтому не обязательно посещать весь этот парк, можно прогуляться по какой-то из его части. Но мне в основном интересно, конечно же, озеро и замок. Перешла дорогу и захожу на основную территорию парка. В парке даже есть небольшой Starbucks. Какой небольшой? Большой Starbucks. Здесь тоже есть различные музеи, но мне нет цели посетить все музеи Мехико. Да это будет и нереально на это
уйдет не одна неделя. Наиболее всего интересно это, конечно же, посмотреть на сам парк, на озеро, на замок. Кстати, название Чапультепек переводится как «Кузнечик на холме». И этот парк находится на самом высоком холме в Мехико. Здесь есть озеро. Озеро примечательно тем, что можно прокатиться на лодочке, на катамаране. Sale todo el grupo en la foto, pase, pregunte sin compromiso. En lancha, en los caballos, en el prado, donde guste, pásale. Ну, здесь вот Dos llaveros con foto, 25 pesotes. как раз-таки продавец зазывает Foto rápido. прокатиться на лодочке, либо сделать быстрые El фотографии. siguiente, pásale, jóvenes. La foto rápido. Видно, как в этом озере плавают рыбки, причем их огромное количество. Посмотрите, вот здесь вот у берега их очень много. Катаются с красивым видом. В центре озера есть искусственно сделанный фонтан. На территории этого парка также есть, скажем так, зооуголок. Но я решила его пропустить, потому что там говорят, что и животные в клетках, и не очень хорошее у них содержание. Не буду утверждать, возможно, все нормально, потому что я сама этого не видела. Но решили пропустить, тем более мы узнали, что недалеко от Мехико есть небольшой сафари-парк, и, возможно, мы его посетим, но вы увидите это уже в следующих выпусках. Здесь как раз-таки можно арендовать лодочку. Это более такая центральная касса, более цивилизованная. Значит так, смотрите, максимум 4 человека в одной лодке, 140 песо за час. Если катамаран обычный, то 85 за 2 человека. И если берете лебедя, то лебедь 130 песо за 2 человека. Здесь также очень много палаточек с сувенирами, с игрушками. Можно сделать аквагрим детишкам. А вот эти вот обезьянки, они очень забавные, потому что у них хвостики. Ну, на грасяс. У них хвостики, водичка. И дети надевают этих обезьянок на голову и друг друга стреляют водой. Лодок так много, что даже цапли их арендуют. Правда, бесплатно, скорее всего. Я дошла до дворца. Это бывшая резиденция губернаторов, императоров и президентов Мексики, которая находится на холме Чапультепек, то есть в этом парке, на высоте 2325 метров над уровнем моря. Строительство этого замка началось аж в 1785 году. Строили его очень много лет. И сейчас сюда можно зайти и посмотреть на различные экспозиции, что мы обязательно и сделаем. Купила билет за 95 песо, снимать как обычно, только за дополнительную плату. Это 50 песо. Я решила не платить. Получится отнять? Хорошо, не получится. Тогда вам расскажу свои впечатления от этого замка, за который сражались очень многие. Тут была прям целая битва. Я, наверное, минут 10 уже поднимаюсь на этот холм, где расположен замок. Сейчас поднялась на интересную обзорную, где растут многочисленные кактусы. С обзорной, правда, ничего не открывается из-за того, что очень много деревьев. Но на кактусы посмотреть интересно. Смотрите, какие необычные. В первом зале расположен Национальный музей истории. Как я и говорила, в этом парке очень много музеев. И замок является тоже музеем. Если Национальный музей антропологии был полностью посвящен истории Мексики и народов Мексики, то в этом замке можно узнать историю испанских колонизаторов, для которых этот замок был летней резиденцией. В этом замке можно выйти на балкон и посмотреть на Мехико с высоты. В некоторых комнатах этого замка их оставили в первоначальном виде. Вот, например, как выглядела летняя резиденция, обеденная комната. Погода сегодня немножко пасмурная. Вчера была более солнечная, но, знаете,
Даже вчера гулять было приятнее, потому что дул небольшой ветерок, светило солнышко, и для съемки это было более красиво. А сегодня вот прям пасмурно и очень душно. О, кстати, отсюда видно колонну Независимости. Вчера мы там гуляли. Так выглядела спальня хозяина этой летней резиденции, которого звали Максимилиан. Посмотрите, какой красивый фонтан в виде кузнечика. Ведь мы помним, что Чапультепек переводится как кузнечик. Говорят, что сад тоже остался в первозданном виде, каким он был при его владельцах. Здесь очень ухоженно, растут интересные цветы, пальмы. Перед выходом из замка есть еще терраса с очень красивым фонтаном, где можно полюбоваться фасадом этого дворца. Ну что, было интересно погулять во дворце, теперь посмотреть на историю колониальной эпохи. И сейчас я хочу отправиться в другой парк. Я выхожу из парка Чапультепек и иду в парк Испания. Прошла буквально 1,5 километра и оказалась в парке Испания. Или можно перевести на русский и сказать, что это парк Испания. Был построен в честь столетия окончания войны за независимость в 1921 году. Это спокойное место, где можно насладиться тишиной. В отличие от прошлого парка, здесь людей не так много. Представляете, здесь даже есть специально отведенное место, где можно просто вот так зайти, сесть в какой-нибудь сезон. Ну, все яйца, конечно же, заняты, вот эти кресла. Почитать книжку, насладиться музыкой. Но по правилам здесь нужно вести себя тихо. Раньше, по всей видимости, здесь была вода, но теперь что-то пошло не так. Либо я даже не знаю, для чего, может быть, это еще. Может быть, кататься на скейте, но могу ошибаться. Больше похоже на то, что раньше здесь были бассейны. А еще один интересный факт, который я заметила, гуляя уже 2 дня по Мехико, то, что здесь очень тяжело иметь собаку. Вот реально, я иду, и впереди меня могут быть эти собаки, там, знаете, со своими хозяевами, и им негде сходить в туалет. Им приходится ходить в туалет просто вот на тротуаре. То есть нет лужаек у домов. Я не знаю, может быть, в спальных районах есть, но вот там, где мы живем, и в центре, естественно, никаких лужаек нет. И говорят, что в этом парке очень много собак, потому что хотя бы здесь им выделили территорию, и они могут здесь, конечно, и играть, и в туалет ходить. А надо заметить, что здесь очень много собак. Я имею в виду не только в этом парке, а вообще у мексиканцев по несколько собак. Я часто вижу выгульщиков собак. Мы сегодня с вами утром видели, да, которые ведут там по 10 сразу собак. И вот здесь, конечно, очень удобно с ними гулять. Они и сами дышат воздухом, и прохожим не мешают, как в центре. В центре парка установлен монумент. Здесь занимаются танцами местная молодежь, но в основном это как раз-таки именно парк для того, чтобы выгулять своего питомца. Хотя этот парк стоит в топ-50 достопримечательностей Мехико, поэтому я его посетила, ну и плюс это совершенно недалеко от нашего жилья. Если у вас не так много дней в Мехико, то можете смело пропустить этот парк. Чего-то такого здесь примечательного нет, если только вдруг вы хотите немножко поиграть с собаками. Чтобы обойти этот парк, наверное, нужно минут 10, но здесь есть еще кое-что интересное. Этот парк Испании соседствует с другим парком, который называется Ла Мексикана. Я немножечко ошиблась. Парк называется не Ла Мексикана. Мексикана — это другой парк, он гораздо больше, чем этот. А этот парк называется Мексика, и вот он граничит с парком Испания.
Здесь тишина, здесь больше зелени, здесь очень красиво. Продаются фруктики различные. Парк Мексика – это городской парк, очень чистый, ухоженный, красивые дорожки, очень много зелени. Отличное место, чтобы спрятаться от городского шума. Здесь также можно увидеть гуляющих с собаками, но по сравнению с парком Испании это, конечно, вообще небо и земля, потому что здесь и деревья ухоженные, и лужайки ровные. Во всех парках Мехико, кстати, есть бесплатный Wi-Fi. Не, ну это просто красота какая-то, ребята, посмотрите. Много беседок, где тоже приходят, читают книжку «Спокойствие». Безумно красивый сад внутри этого парка. Тоже есть зона релакса, тоже можно расположиться в специальных креслах, просто насладиться тишиной, тоже почитать книжку. Гуси, утки. Так много их здесь. Погуляла вдоволь по парку. Скажу так, за 2 дня я, конечно, находилась очень много. Посмотрела много всего интересного и надеюсь, вам понравился этот выпуск. Он у нас получился на целых 3 дня. Поэтому ставьте лайки, пишите любые комментарии про Мексику, про путешествия. Мы с удовольствием на все отвечаем. Всем пока, до новых встреч!